Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир Танки от Lesky Games. И сегодня на обзоре у нас легенда танкистов, объект 279 ранний. Вот, 10-й левел, тяжелый советский танк. Танк за личные боевые задачи, так называемый за ЛБЗ. Вот, и прежде чем начнем, конечно же, это обзор, попрошу вас прожать лайк под этим видео. И кто не подписался, подписаться на канал. Ну а мы с вами начнем, конечно же, с самого интересного. С бронирования объекта 279 ранний. Go! Итак, collision модель нашего танка. И начнем мы с корпуса. У нас такой клюв. Да, закругленный, в горизонтали, в вертикали. Правильно ставим и смотрим. В нижней части 278, в верхней части 286, 298 вот здесь по углам. Верхняя часть у нас рикошетная, надгусеничная полочка, вот крайних гусениц, да, рикошетная. В такой проекции пробить этот танк можно только голдой. Если у вас бронепробитие там за 300. Вот. Обычными снарядами здесь делать нечего. Башня у нас сферическая. Самые, по идее, ослабленные места у нас здесь. Но извините, вот здесь. 315, 320, внизу 350. Ну а дальше там 400, 500. Все зашито, нигде ослабленных зон нет. Маска орудия. Около ствола 330, ниже 340, 700. Тоже все зашито. В маску этот танк не пробивается. Есть вот здесь щелка. Вот она, видите, единственная. 128. Но, блин, выцелить ее, настолько она узенькая, и попасть туда тяжело. Вот, верхняя планка у нас 90 мм по правилу 3 калибров. Оружием от 270 мм можно сюда закинуть. Сами понимаете, это нереально. Лючки 216, правее 270, там 280, вернее левей. Вот, правее 249. Этот лючок 211 по центру, 230, 240 правее левей. Вот, боковое бронирование у нас 100 мм, фальшборд, с приведенки тут уже 120, 130. Хорошо танкует, естественно, от борта, но подставляет вот эту щеку, не вот эту, вот здесь рикошет будет, вот эту. Это когда он будет вдруг танковать от борта, хотя люди на этих танках от борта не танкуют, они танкуют передом. Сейчас посмотрим. Естественно, можно пытаться его пробить вот в эту часть. Вот здесь, вот такой вот круг. Соответственно, в основной своей массе на этом танке играет, выезжает вот так вот передом. Вот какое-то вот так препятствие, и вы будете видеть вот эту часть. Соответственно, рикошет, приведенки, черти сколько, не пробить. Единственный момент — ловить вот этот пятак, когда он выкатится, и вы увидите 264. И опять же, сюда надо бить в основной массе голдой, потому что обычным типом снаряда, даже на 10-м левеле, с бронепробитием в районе 260, у вас есть все шансы даже тут не пробить. Вот такой вот это смешной танк, и вот такое вот бронирование. Еще раз, у него уязвимые места здесь, здесь и лючки. Все остальное зашито не пробьете. Есть еще один момент у нас, соответственно, дно танка. Если где-то на рельефных картах он будет выкатываться, и вы увидите вот эту щель, можно газануть сюда и пробивать сюда. Но это большая редкость, я думаю. Вот такое вот бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. Вот, по орудию у нас 122 миллиметровка, альфа 440, да, это не 490, но у нас заряжается пушка менее 11 секунд, поэтому 440, плюс бронирование танка. 258 пробития на основном снаряде, 340 на голде. 0.36 точность, хорошая точность на этом тяжелом танке. И реально супер комфортное время сведения. 2,3 секунды на стойке, 2514 ДПМ. По полевой модернизации. У меня она вкачана, ну и смотрим.
Во втором блоке вездеходная ходовая. В четвертом я не качал ничего. В пятом блоке звукоизоляция. В седьмом блоке перераспределение энергопитания. И в восьмом блоке облегченная платформа. Вот. Взял на мобильность. Я на этой тачке катаю очень часто на турбине, потому что не хватает мне подвижности этого танка, чтобы нагибать, ездить и успевать настрелить. Поэтому по оборудованию у меня нет закалки, у меня нету вентиля, у меня стоит стаб, у меня стоит турбина, у меня стоит досл. По снарядам основной ББХ летит 940, голда Камуль летит 920. Такая средняя скорость полета снаряда, не назвать выдающимся. Вот. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель я пихнул доп. Паёк. 4 члена экипажа, перки наблюдаете перед собой. Что касаемо УВН, у нас их классический советский тяжелый танк, их просто нет. Минус 5. Минус 5. Зато ДПМ вырос до 3, почти 400 урона в минуту. И это круто. По ХП 2430 средний показатель. Мы без закалки, поэтому 2430. По мобильности с турбиной 50 почти вперед, 49. 16 назад, почти 16 лошадей на тонну. С турбиной этот танк реально комфортно рулится. По обзору 437 метров, что тоже себе неплохо. Да, как для тяжелых танков. Нормально. Еще раз по плюсам и минусам этой машины. Обзор хороший. Мобильность при такой сборке отличная. По количеству ХП ни плюс, ни минус норма. По огневой мощи заниженная альфа. Хорошее пробитие, особенно на голдовом снаряде. Нормальная скорость, назовем нормальная скорость полета снаряда. Но, ребята, на рельефных картах у нас нет УВН. Да. Но, что ж поделаешь. Вот такая это советская машина. Ну и, конечно, за основной плюс этой тачки это броня. Этот танк приходится большинству танкистов убивать только голдой. Только голдой. Ребята, вот здесь еще раз покажу. Лючки. И, соответственно, вот эти пятачки на корпусе ловить, когда он их подставит. В прямой проекции сюда, ну, можно голдой сжахать, когда его так видите, но только голдой. Вот сюда, не выше люка мехвода, вот в эту часть где-то клюва, если вот видите, как есть. Если повернул, ловите вот эти места. Так повернул, ловите эти места. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте поглядим, как 279 себя ведет в боях. Погнали. Так, господа, обзор боем объект 279. Ранний советский тяжелый танк акционный за личные боевые задачи. Вот, сейчас попрем тестить. Попали к девяткам. У них чифтейн есть, по-моему, честно. У нас 279. У них один чифтак. Ладно. В любом случае, ладно. С турбиной, да, без закалки у меня, ребят, сборка. Хочу подвижности. Да, на турбинке он лучше как катается, хорошо. Нефиг кататься. Вот. Засветик наш. Подождем наших. А то БЗ-68 что-то медленно едет. Не хочется быть окруженным.
тихо. Есть пробитие. И он играл с одним. Еще есть чаршутур наглей. Пробил. Есть итальяшка. Миллион миллиметров брони. Все. ЦС-очка. Так, все ближе к плану по настрелу. Ах ты. Отъехали. Есть. Так, сейчас на 6К пойдем. Так, есть. 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 Все, погнали дальше. Ой, застряли. Сейчас гриля придется получить. Ну да. Нет, не придется его убить. Ой, ну ладно, сойдет бой. Вот такой вот это смешной танк, ребята. Все нормально. 5600, 1500, 6, 7К суммы. Хороший результат для 2.7.9 ранний. Хотя его сейчас научились пробивать голдой, все как положено. Но в целом все равно машина крепкая, безусловно. Если на ней правильно отыгрывать, 2.7.9 пока еще может, да, удивить. Так, что у нас тут? Ну-ка. Первое место по урону. Чифтейн у них крайне хреново сыграл. 3К. Вот. Второй, кстати, 2.7.9 тоже занял вторую позицию. 4К дал. То есть вот мы на двоечка почти 10К выбили у врагов. Еще у нас 1885, я так понимаю, по засвету. По засвету, да, 1800. Даже побольше. 6, 7,5 тысяч суммы. Вот такой, это смешнюнка. Вот вы делаете сами выводы, ребята, кто до сих пор за ЛБЗ не прошел, не получил эту машину. Стоит она вашего внимания или нет? Как по мне, 5 из 5, как был этот танк, так и остается. Вот. По оборудованию, естественно, у кого есть такая машина, напишите мне, какое вы используете оборудование. За каку, небось, мотаетесь, гады. Вот. А кто хочет этот танк получить, ребята, надо потеть, надо проходить ЛБЗ, забирать тачку и ездить кайфовать. Вот это мое мнение. Прожимайте лукасы наверх. Че, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.